Посмотрите на вот эти сигналы. Сигнал на sell, PB sell, PB sell. Это сигналы на коррекции. Затем мы видим контр, трендовый сигнал на отбой от уровня возле зеленой зоны поддержки. Обратите внимание, стрелочный. Затем рынок протестировал зону паттерн. Более высокая цена на правой стороне, SS3 buy, улетели. Сейчас тест уровня, сила сигнал номер 1, ждем паттерн, чтобы войти. Левее, пробой уровня, сила сигнал номер 1, коррекция, сила сигнал номер 2, PB sell, сила сигнал номер 3, sell. Еще левее, пробой уровня, слева, сила сигнал номер 1, коррекция, PB sell, вход. Снова sell. И сейчас мы ждем возле вот этого уровня пунктирного желтого сигнал на вход. Я был в этой позиции на sell, взял профиты. В этой позиции на buy взял профиты. Здесь я не успел войти. Это в самом начале сессии, буквально несколько минут не хватило. Я пришел позже и пропустил первый моментум дня, первое быстрое движение. И посмотрим, что будет сейчас. Две основные комбинации, которые я отслеживаю на рынке. Это пробой уровня, сила сигнал номер 1, коррекция, сигнал sell или buy, смотря пробой какого уровня. Если поддержки, то, конечно, я жду sell сигнал. Если сопротивление, buy сигнал. И контр, трендовый сигнал, сигнал во флете, когда цена находится возле уровня поддержки. Затем я вижу стрелочный, в данном случае на buy, паттерн и более высокую цену закрытия на правой стороне паттерна. Давайте прямо на одну секунду ко вчерашнему дню. Сейчас я вам покажу, что вытворяли мои паттерны. В начале сессии вообще было невозможно торговать. Посмотрите на этот график консолидации. Тут рынок понесло. Стрелочный РВ, разворотная вершина, отвалились. Стрелочный РД, разворотное дно, улетели. Стрелочный, слабая вершина, отвалились. Посмотрите, 3 сигнала, да, и 3 сигнала берут точки кульминации движения. Причем мы можем не обязательно торговать вот этот РД, слабое, точнее разворотное дно, можем дождаться коррекции и продать здесь, да, с трендом, то есть в направлении движения вниз. В общем, очень солидный вчера был вечер по NASDAQ, хотя начало было крайне сложное. И приходилось постоянно сокращать риски. Есть шорт. Входим на sell прямо сейчас. Никого не ждем. Взяли 300 пунктов. Очень быстро. Раз, два, три, 4. Грубо 5 минут. До этого у меня был buy здесь. Тоже минут 10 и первый профит. И сегодня потрясающий рынок. Такой же, как вчера вечером, NASDAQ. Каждый максимум, каждый минимум мы с вами берем. Мы видим, что у меня уже работает трейлинг стоп. Но я залокировался плюс 10 пунктов. Еще дополнительно. В сумме около $350. Торгуя не очень большими объемами за час. 55-58 минут. Но еще могут быть сигналы. Половина шестого по Москве, еще где-то 1 час активной торговли. Если мы посмотрим на правый график золота, там вообще ничего нет. То есть этот рынок нужно пока в сторону. Не нужно торговать рынки, которые спят. Иначе можно растерять все деньги, которые добыты вот в таком идеальном рынке. Вот мы видим сейчас PB Buy. Причем он здесь в такой достаточно сильной форме появился. Но вот эта волна не является бычьей. То есть мы этой волной, этим движением ничего не пробили. Поэтому этот сигнал для меня не квалифицированный. Если мы посмотрим на вот эти сигналы, сюда, внимание, и сюда, мы видим, что предшествовало вот этому сигналу PB Sell импульсное движение вниз, мы пробили уровни, коррекция. Это же движение просто восстановление после вот этого снижения. Понятно, да? Поэтому этот сигнал для меня не является
причины на вход. Он хорош, определенно мы можем после него выстроить, но еще раз, очень важно, чтобы у вас работал селектор, да, селектор сделок, то есть то, что будет отсеивать ваши трейды, да, которые имеют, скажем так, меньшую, да, вероятность отработки. И посмотрим, что будет дальше. Если рынок сейчас будет двигаться выше, у нас 12850 sell зона. Ну а пока на этом у нас все. Мы видим, после PB Buy рынок дернулся. Если мы купили здесь, бум, 23 пункта профита, но это не мой сигнал. То есть PB Buy появился, еще раз, очень важно. Вот смотрите, сигнал на коррекции. Что нужно, чтобы торговать на коррекции? Вспомни вот эту нашу последовательность мышления, последовательность событий. Пробой уровня, коррекция. Здесь же, еще раз обращаю ваше внимание, нет пробоя уровня. Да, мы видим, что рынок отработал наш сигнал в прямом эфире за какие-то 2-3 минуты, даже быстрее, чем вот этот TC-Sell. И казалось бы, да, почему бы здесь не купить, но еще раз, ты всегда склонен и реагировать эмоционально на то, что уже произошло, особенно если это повлекло за собой недополученную прибыль. То есть, если ты недополучил что-то, да, в данном случае прибыль, это как воспринимается как такой негативный момент, да, и что надо было входить. Определенно нет. Да, здесь не было для меня входа, поэтому я сюда не лезу. Мне и так достаточно 3 на текущий момент идеальных технически профитных сделки подряд возле моих ключевых уровней. По правилам эта сделка имеет меньшую вероятность, следовательно, я ее не рассматривал для себя. То есть, если я изначально не рассматриваю позицию на вход в рынок, вот здесь, например, PB Buy, и не жду ее, то одно из плохих решений, исходя из моего опыта, это входить, принимать решение в моменте. Вот когда пошло, и ты вот что-то вроде не планировал, и надо планировать входить, да, сейчас прям, я такие сделки не люблю, они вызывают мне постоянно эмоциональную такую отдачу. Да, иногда ты зашел так быстро сделал деньги, но ты привыкаешь к такой торговле, то есть без планирования совершенно, к таким вспыльчивым решениям в моменте прям. Поэтому я люблю готовиться к позиции. Вот в частности, вот к этой позиции я готовился, я ждал PB Sell, после того, как рынок стал восстанавливаться. К этой позиции, после того, как стрелочный появился, я ждал паттерн. После того, как цена сюда пришла, мы с вами ждали сигнал на sell. Появился TC Sell. Вот это очень важно. Таким образом, мы не то что контролируем рынок, мы контролируем свое собственное поведение. То есть держим ритм, не завышаем, не понижаем, находимся в своем ритме. Но опять же таки рынок действительно после ПБ классно прошелся. Мы можем вполне увидеть симметрию вот к этому максимуму. И здесь мы с удовольствием продадим. Для этого нам нужен сигнал на вход. Готовимся к сделке на продажу. По NASDAQ. Рынок вошел в нашу зону. Слева тест уровня. Сила сигнала номер 1, стрелочная сила сигнала номер 2. Сложно слабая вершина. Сила сигнала номер 3. Потенциальный кластер 3. Sell. И ждем, что будет происходить. Наш первый тейк прямо на минимуме паттерна. Стопы уверенно за уровнем. Ждем. Достигли первого тейка. Рынок стремительно снижается и летит к нашему второму тейку, который находится в районе вот этого сигнала. Помните, который появился в прямом эфире, после которого рынок вылетел. Но мы были максимально терпеливы, получили сигнал сложная слабая вершина, вошли на sell и уже заработали 300 пунктов и можем еще забрать. Мой трейлинг стоп тоже работает сейчас. Мы видим, что уже плюс 80 пунктов. Посмотрите, как резко мой трейлинг стоп прыгнул, плюс 30 уже. То есть мы уже залокировались на величину нашего первого тейка. Классный день, трейдеры. В среднем 2 дня в неделю, когда
мы делаем большое количество профитов, когда вероятность отработки 80%. Один день в среднем такой очень слабый, когда волатильности нет, как золото сегодня. Посмотрите на этот рынок. Вот сюда. Что с этого рынка можно взять? Тут вообще нет движения, причем есть сигналы. Вот мы видим PBSL, PBI, они отрабатываются, но в рамках того состояния, да, рынка, которое есть, оно очень-очень слабое. Поэтому я туда сегодня не лезу, не торгую только NASDAQ. И уже огромное количество профитов. И еще раз давайте вернемся к системе Cluster Trader, да, сила сигнал номер 1, номер 2, номер 3. Слева вот здесь первый сигнал, пробой уровня, сила сигнал номер 1, коррекция сила сигнал номер 2, PB Sell, сила сигнал номер 3, Cluster 3 Sell. Пробой уровня, коррекция, PB Sell, Cluster 3 Sell. Тест уровня, мы видим ключевая зона SAP поддержки, стрелочный, сила сигнал номер 2, паттерн, сила сигнал номер 3 и более высокая цена закрытия, сила сигнал номер 4, SS4, buy. Почему SS4? Counter Trend, добавили дополнительные фильтры. Затем видим, рынок вырос, дошел до структуры, тест уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный, сила сигнал номер 2, кластер 2 sell. Этот сигнал не берем, затем видим, рынок улетел, тест уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный, сила сигнал номер 2, сложная слабая вершина, сила сигнала номер 3. И здесь же мы видим более низкая цена закрытия на правой стороне, сила сигнала номер 4, но это не, скажем так, не самое критичное условие, особенно когда мы торгуем не контртренд, а во флете, либо с трендом, как сейчас. Да, мы видим рынок преимущественно нисходящий. Если мы посмотрим еще левее, мы видим, что вчера вообще был дикий моментум. Рынок летел вниз. Все, мы закончили, взяли еще плюс 30 пунктов и посмотрим, может быть еще, да, может еще будет сигнал. Мы не можем это контролировать, что сигнал будет. А мы его видим и реагируем в соответствии с тем, что мы видим. Вижу, что я вижу это или нет, я вижу PBSL или нет, трейдеры. Я настоятельно рекомендую вам работать именно в этом направлении. Не думайте там, какие новости, куда там цена пошла, почему она пошла, почему она там отбилась. Абсолютно не имеет никакого значения для вашего успеха как трейдера. Но существенное значение имеет ваша системность, дисциплина, последовательность, как вы постоянно принимаете одни и те же сигналы, привыкаете к ним, чувствуете себя уверенно, видите результат на своем счете. Вот это имеет ключевое значение. Поэтому вижу, в каких условиях я вижу сигнал, какая последовательность событий. Сила сигнал номер 1, номер 2, номер 3. Могу ли я, спросите себя, каждому своему сигналу поставить вот эту последовательность, да? То есть, хотел сказать, балл поставить. Ну, можно назвать и балл, да? И балл. Сила сигнал номер 1. Что у нас будет? Пробой уровня. Да? Вот где PBSL. Сила сигнал номер 2. Что у нас будет? Коррекция. Да? Коррекция к уровню. ККУ. Сила сигнал номер 3. Что у нас будет? PB сигнал. PB специальный сигнал, который я разработал для торговли на коррекциях. Он пришел в помощь нашему известному сигналу ротации бара. Если появляется PBSL, мы входим по этому сигналу. Если появляется ротация бара, мы входим по ротации бара. Что будет чаще, то и мы принимаем. И вот у нас два одинаковых условия. Раз, два. Здесь. Мы видим, вот здесь появился PB-buy. Да, и в моменте отработался, наверное, больше всех принес профитов от точки входа. 90 пунктов, 900 пунктов цена прошла, но он не квалифицирован, он не подпадает под эту последовательность. Пробой уровня нет. То есть получается SS1 коррекция, а откуда коррекция? Нет, просто PB, да, в данном случае PB-buy. Да, можем сказать, что цена была возле уровня. Ага, да. Сила сигнал номер 1, уровень PB-buy. Но этот сигнал не создан для торговли в консолидациях. Мы можем его использовать, но вот эти явления отбоя вот в таком варианте, они не часто происходят. Это тоже нужно понимать. Его идеальная среда вот пробой, коррекция, сигнал, пробой, коррекция, сигнал. Поэтому здесь у нас вот эта последовательность не ложится. Пробой уровня,
Мы не можем так сказать. Поэтому мы, еще раз подчеркну, будем менее склонны действовать эмоционально, быстро, поспешно, скорее. Поэтому, когда вы привыкаете к этому, автоматически будете останавливаться в такие моменты, следовательно, меньше будете нарушать правила. Меньше будете сожалеть о том, какой вы там, зачем вы так делаете, зачем я опять нарушил правила. Самое твердое, что у нас есть, это правило. То же самое здесь. Идем дальше. Это SS1, SS2, SS3 касается PB сигналов. Идем дальше. Внизу контртренд, сила сигнал номер 1, уровень. Мы не коснулись уровня, мы остались возле этого уровня. Уровень, где написано SAP. SS1, уровень поддержки. Давайте напишем. Уровень поддержки, да или нет? Да. Идем дальше. SS2. Что мы видим? Что я вижу? Что я вижу? Я вижу это, все, что я описываю, все, что я сейчас записываю. Я это вижу или нет? Вижу или нет? Да или нет? Да или нет? Да, абсолютно. SS2. TC-BY я вижу. TC-BY я вижу. Да, абсолютно. SS3. SS3. Сразу мозг спрашивает: Аркадий, ты торгуешь против тренда. Какое третье условие? Третье условие — паттерн. Двойное дно. Да или нет? Да или нет? Да. То есть стрелочный, потом паттерн. Давайте поближе. Стрелочный, паттерн и затем SS4. Этого недостаточно, SS3 здесь. Нужно минимум SS4 контртренд. SS4. Особенно, когда есть паттерн, это важно. SS4 это более высокая цена закрытия. Цена закрытия выше максимум предыдущей свечи. Вот эта свеча закрылась телом выше этой свечи, да или нет? Максимум этой свечи, да или нет? Да или нет? Buy. Лонг здесь. Мы идем, тут же выстрел вверх. Идем сюда. Здесь что у нас? Сила сигнал номер 1 что? Тест уровня. Да или нет? Да или нет? Вот уровень. Стрелочный видим. Да или нет? Да или нет? Да. Сила сигнал номер 2. Два условия. Почему два условия? Потому что тест уровень стрелочный. Да. С трендом или контр? С трендом. Новый минимум. Коррекция. Не было здесь PB-sell, но был стрелочный. Затем этот сигнал. И вот этот сигнал мы не можем ни одну последовательность своих событий сюда занести. Хотя он отработан. И это у нас вызывает такой как бы смешанные такие чувства. Ну как, блин, отработал. Ну, и как-то вот ты не знаешь. Не нужно на это обращать внимание. Много ситуаций будет, когда что-то отрабатывает, а у всех условий нет. В этом есть, в этом заключается принцип фильтрации. Да, когда ты селектируешь, сегментируешь сделки. Ведь когда рынок будет очень узкий, флетовый, в консолидации, находиться в боковике, как угодно, то вот этот сигнал в таких условиях, наоборот, будет слабее работать. Да? Но если ты будешь постоянно придерживаться вот этой модели для этого сигнала, то он будет намного более стабилен. Вот в чем дело. Теперь идем выше. Мы уже записывали модель вот здесь, SS1. Здесь у нас цена коснулась уровня. Да. Если здесь мы вошли в зону, даже ушли чуть ниже, здесь цена коснулась уровня. И можем сказать, сила сигнал номер 1 тест уровня. Какого? Сопротивления. Следом после теста что появилось? Стрелочный. У сопротивления TC-sell. У сопротивления TC-sell. Сила сигнал номер 2. Сила сигнал номер 3 паттерн. Сложно слабая вершина. Это один из моих любимых паттернов. Наряду с разворотной и с двойной. И сила сигнала номер 4, более низкая цена закрытия на правой стороне, да или не да или не да. Кластер 4 sell. Вот и все. SS1, SS2, SS3. Ну, SS1 редко бывает. SS1 это пробой уровня, все. Поэтому мы используем 2, 3, 4 и в самых консервативных ситуациях 5 условий на вход в рынок. Но в основном у меня 3 условия в среднем. Да, ну вот некоторые сделки может быть 2, когда в принципе не требуется доп. Информация, но контртренд минимум 4 условия. С паттерном есть отдельные сигналы, прям агрессивные, но это отдельно. Мы сюда не лезем. Вот и все. И вот вся торговля. Каждый день ты садишься, как делают наши трейдеры, садятся и делают одно и то же.